Такие джунгли, джунгли. Тут такая свежесть. Смотрите, прям черные волны, и вон девушки две шли, потом они, по-моему, испугались идти. На самом деле это не река, это так размыло дорогу, и с дороги стекает, получается, целая река. Всем привет! Сегодня мы посетим целых 5 пляжей Пангана. Живописные водопады, конечно же, все вам покажем. Поехали! Мы приехали на пляж Кома-Бич, он будет по левую сторону. И вот это вот продолжение, такая коса до этого острова, ну это тоже считается пляж. Сегодня отлив, поэтому можно по нему пройтись. Когда бывают приливы, то тут скрывает очень хорошо так. Мы с Машей уже там гуляли 5 лет назад. Но сегодня мы вам более подробно все покажем, даже на квадрокоптере полетаем. Видите, да, люди там по колено ходят. Отличительная особенность этого пляжа и других западных пляжей в том, что не очень глубоко, мягко говоря. Поэтому в основном берут вот такие вот каяки, или как они называются, и отплывают туда метров за 50-100, там уже можно искупаться или посноркилить. Но если будет прилив, это вот уровень воды будет до сюда, то, конечно, уже можно купаться. Но нужно смотреть приливы, отливы, есть специальное приложение, есть также в телеграм-чатах, там пишешь бот прилив, отлив, и тебе показывают, во сколько прилив, отлив. Я вот это вот все не люблю, когда ты должен подстраиваться, там приезжать в 9 утра, чтобы скупаться, потому что в 10 уже отлив. Такие пляжи я вообще терпеть не могу. Я вот люблю пляжи типа Чилаклам, там, когда не придешь, если даже отлив или прилив, ты можешь полноценно скупаться. Там тебя будет скрывать с головой, прошел буквально 5 метров, и уже купаешься, получаешь удовольствие. Но если вы с маленьким ребенком, то вы угадали с пляжем. Тут идеально. Ну вот, для счастья много не надо, даже собаки. Некоторые просто заходят, окунаются и выходят. Соленая вода, она же полезная. Вот, видите, еще она раз легла. Сегодня аншлаг именно на косе. В свою очередь, сам пляж меня невероятно удивил, потому что 5 лет назад тут свободного места вот вообще не было. Правда, мы были в феврале, а вон работает тот массажный салон, где мне сделали самый первый массаж в Таиланде. Сейчас пойдем посмотрим, как там по ценам. Потому что у нас на стримах много кто спрашивал: ребята, какая инфляция, сильно ли цены растут? Hello. Собственно говоря, 300 бат 1 час тай-массаж 5 лет назад был 250 бат. Ну, то есть, если есть удорожание, то совсем маленькое. Зато смотрите, какой вид. Ты лежишь, я вот помню, я лежал где-то, вот, по-моему, на том месте, и смотришь вот на такую вот красоту. И тебя там мнут, косточки, вообще красотища. И самое главное, слышишь шум моря. Вдоль всего пляжа можно увидеть такие бунгало, домики. Вот можно заметить, как оформлен резорт, вход в него. Там вон так достаточно симпатично все оформлено. Ну, на Пангане принято так оформлять. Можно увидеть такой вот бич-бар, но и сейчас нету людей. Хотя удивительно, 3-4 дня был дождь. И я думал, сегодня все выбегут на пляже, потому что 3 часа дня самое время чуть-чуть позагорать, покупаться, в барчик сходить. Сейчас мы посмотрим на ту реку, которая спускается с гор. Ну и вот, можно увидеть последствия дождей, да, эта река не всегда такая, она только после дождей. Самый первый раз в 2017 году, когда мы сюда приезжали, мы приехали именно оттуда. Вообще переходили, по-моему, тут, потому что тут вообще никакой воды не было. Но сейчас, это где-то дня 3-4 будет вот такое течение. Можно увидеть вот такие вот бунгало, они тут
по доступной цене, там в районе 500-600 бат. Но опять же, там будет кровать и вентилятор у вас на потолке. Скорее всего, это все, что там будет. В лучшем случае еще туалет. Сейчас с Машей попробуем пройтись по этой косе и посмотреть, как изменился тот остров. Отсюда видно кафешку Rooftop 360, где мы уже снимали. Можно увидеть, тут такая заводь, тут волн абсолютно нету, все потому что тут проходит коса из камней, там волны есть, а по эту сторону нет. Почему тут не все купаются? Потому что дно каменистое, даже не зайти. Там есть какие-то места, где люди заходят. Ну и такие места обычно очень хороши для снорклинга. Тут находятся Машины любимые вот эти вот, мы не знаем, как они называются, в виде червяка. На морские огурцы вроде как похожи. Если вы знаете, что это, напишите в комментариях. Вот мы уже пришли на этот остров, тут такой небольшой пляж, люди сидят. Вот, можно увидеть много мусора, но все потому, что тут нету отелей, и люди сюда приходят, за них никто не убирает, а сами люди почему-то оставляют вот такой вот мусор. Маша сказала, что, возможно, это еще с моря прилив. Море приносит, так сказать. Ну да, тут обычно очень много всего приносит, поэтому больше похоже на то, что из моря, поэтому не мусорите. Мы прибыли на очередной пляж. Смотрите, какие необычные тут статуи. Очень даже неплохой кондо. Единственное плохо, что тут все будут проходить мимо. Очень напоминает стиль этого кондо на Бали. Тут такой ресторан при отеле. И смотрите, какая у нас красота тут встречает. Очередной пляж Таиланда. Маша говорит, тут где-то есть еще выход не через отель. Но посмотрим, проверим. Ну, пляж не самый большой, но песок белый, красивый. Маша пошла проверять дно, можно ли тут купаться или нет. Потому что по правую сторону можно пройти метров 30 и будет примерно по пояс в лучшем случае. По левую сторону много лодок, значит тут скорее всего глубже. Ну и видите, тут безлюдный тихий пляж. Как видите, Маша уже прошла метров 100 и ей примерно по пояс. Возможно, когда нет отлива, тут более-менее нормально. Но сейчас не самый лучший пляж для купания. Но водичка чистая, посмотрите, прям изумруд. Море на самом деле здесь не самое идеальное именно в плане дна, потому что там идешь сначала вроде бы нормально, именно посерединке, а дальше там, ну не знаю, может быть сейчас сезон, там какие-то
то ли морские огурцы, то ли это, может быть, какие-то палочки. Но просто я так поняла, что это какие-то животные, поэтому я дальше не стала идти, потому что там еще вдобавок камни, но зато, как я понимаю, здесь здорово вот так вот звездочка лежать, как под мужчину. Еще здорово здесь плавать с маской, потому что здесь дальше есть коралловое каменистое дно. Но самое удивительное в этом пляже это то, что 5 лет назад мы тут были, и вместо некоторых вот этих вот ресторанчиков, которые вы видите за мной, их просто-напросто не было. Там был просто пустырь, была зелень, были пальмы и все. И на самом деле очень интересно было сегодня наблюдать то, как застраивается Панган, как он растет и как тут появляются новые заведения, которых раньше вообще и в помине не было. На этом пляже, как видите, можно взять различные активности, лодку с веслами и поплыть. Правда, непонятно, куда тут плыть. Ну, возможно, вон туда, там рядом с горами, там видно тоже ребята на лодках. У нас сегодня выпуск про пляжи Пангана, поэтому мы ехали мимо и заехали сюда. Причем мы помним его, как он выглядел 5 лет назад и то, в каком он состоянии сейчас. Это демонстрирует то, что все-таки даже такие маленькие острова, как Панган, они застраиваются и довольно-таки стремительно, несмотря на всякие ковиды и так далее. Интересно, что будет лет через 10, 15, 20. Возможно, даже Чилоклам будет уже весь абсолютно застроен отелями и так далее. Ну и видите, тут семьи с детьми, такие резотики с бассейном. И в принципе вот этот пляж, где по пояс, сколько бы ты ни шел, я могу смело сказать, что он очень подходит для детей. Вот прям идеально. Но те, кто без детей, кто приехал на Панган купаться, и довольно-таки много, этот пляж, скорее всего, не подойдет. Объективно, если говорить, есть намного лучше пляжи, где можно купаться. Тот же Чилоклам, где мы остановились, и практически каждый день купаемся, наслаждаемся и водой, и глубиной, и всем остальным. Ну вот мы дошли до конца пляжа по левую сторону. Довольно сильный отлив, тут стоят лодочки, тут уже дно не самое приятное для купания, поэтому там, конечно, намного лучше, где вот Маша ходила. Тут видно уже такие рыболовные какие-то конструкции, с помощью которых, наверное, раки ловятся, ну и какая-то другая живность. Этим славится Таиланд, рыболовное промысло очень развито. Салат-бич больше подходит, знаете, для такого отдыха вечернего, дневного. Днем можно поработать, покушать с красивым видом в таких барчиках. Вроде тут как недорого посидеть. И вечером тут, я так понимаю, всякие представления. Ну, можно увидеть афишу и просто посмотреть всякие фаер-шоу или музыкальные исполнения. Вон, там даже можно на массаж сходить, промежутки между этим всем, но никак не купаться. На самом деле, кто давным-давно живет на таких островах, они прям не фанаты купания. Приехали на пляж Хадьяо. Тут нас встречают такие бунгало по обе стороны. И дальше проход на пляж. Там можно увидеть Silver Beach бунгало. А вот и пляж Хадьяо. Тут можно видеть людей побольше. По сравнению с Пхукетом, да, это вообще, считайте, нет людей. Хотя нам многие в комментариях писали, что и на Пхукете нету людей. Мы очень преувеличивали. Хотя мы имели в виду сравнение с временами октябрь-ноябрь 2021 года, когда только-только там что-то приоткрывалось и вводился спутник Ви. Конечно, практически никого из наших не было. Тут опять же все тихо, спокойно, вообще просто вот где-то такая медитативная музыка. Кто-то купается, кто-то загорает. Это Панган. Обычно на западных пляжах Пангана, кроме дзен-пляжа, именно такая вот атмосфера. Маша хочет проверить, есть ли там лестницы на горы. Вот отсюда видно, да, что-то. Я говорю, что это просто какая-то кафешка, но Маша хочет проверить. Мы дошли до конца, и тут можно увидеть такие необычные статуи в виде слонов. Тут так довольно симпатично, но вот эта вот вся территория, она принадлежит, я так понимаю, этому отелю, который у основания горы.
Но мы сейчас пойдем по ту сторону, быстренько вам покажем. Что мне безумно нравится, так это вот эта вот зелень, которая отовсюду. Горы, пальмы. Это неотъемлемая часть именно Пангана. Если взять Пхукет и Самуи, то вы видели даже по нашей передаче, есть пляжи, где далеко не пальма, какие-то хвойные растения. Забыл, как называется, вы нам подписывали. Я уже, к сожалению, забыл. Панган — это именно про пальмы и про зелень. Такое атмосферное кафе в панганском стиле. Коколоко. Тут все такие симпатичные кафешки, видите, в таком стиле. У нас был выпуск с кафешки, которая находится там, чуть подальше. Самое любимое Машино кафе. Выпуск называется «Сумасшедшие места Пангана». Вот примерно в таком стиле оформлено и это кафе. Тут по вечерам, наверное, все вот эти лежачки заняты. Все встречают закат. И можно заметить, у первой линии все вот такие вот бунгало, где можно посидеть, полежать. Просыпаешься, идешь купаешься, потом идешь в какой-то вот один из местных барчиков, там сидишь. Что еще нужно для отдыха? Ну и можно заметить, что тут тоже купаются дети, тут довольно не глубоко. Тут, конечно, невероятное количество различных бунгало. Я даже на Airbnb, помню, видел. Недорогое, в принципе, жилье было, ну, январь-февраль. Но выглядит, конечно, эпично. Смотрите, вот там вот залазишь по лестнице, просыпаешься вот с таким вот видом нереальным на море. Какая бы там цена ни была, это, конечно, того стоит. К сожалению, нельзя передать с помощью видео вот атмосферу, насколько тут вот спокойно, тихо, вот пальмы, пляж, все на таком, вы знаете, релаксе. Маша только что сообщила, что там огромное количество камней. Вот тут такие камушки. Тут, в принципе, хорошо с маской, с какой-нибудь плавать. Даже не камушки, здесь кораллы. Там с другой стороны камушки, с этой стороны кораллы. Вот, ну и поэтому здесь купаться нужно осторожно. Ну, видите, в основном люди заходят 10-20 метров и дальше не идут. Потому что отсюда можно заметить такое темное пятно. Это не машинное масло, это именно кораллы и камни. Мы с Машей попробовали скупаться. У нас, конечно же, это не получилось, потому что, вот видите, где основная масса людей находится, на расстоянии, 10 метров от берега, да. Почему дальше они не идут купаться? А потому что там огромные валуны и кораллы. Дальше просто физически не пройти. Это очень тяжело. Поэтому есть вот вариант взять такую лодку, на ней проплыть буквально там метров 40-50 и попытаться уже там поплавать. Но также это очень отличное место для снорклинга. Можно брать маску и разглядывать всяких морских жителей. Маша насмотрелась уже и сразу выбежала из воды. Если подытожить, пляж хорошо подходит для такого спокойного отдыха с детьми, расслабления, но не для купания. Если вы очень любите купаться и довольно-таки далеко, для вас плавание это вот прям приоритет, то, конечно, этот пляж не для вас, как и предыдущий.
Сегодня мы с Машей едем на самый отдаленный пляж от Чолоклама, это Тонг Найпан, и по дороге в этот пляж можно увидеть такие вот здоровенные деревья, которые не объять, и вокруг них, как правило, образуют тайцы алтарь. Видите, это как святыня такая. Как видите, тут совсем мало людей. Видно, что не до конца еще восстановился этот райончик, потому что он очень удаленный от всего остального острова. Но если вспоминать 5 лет назад, когда мы тут были с Машей, тут, конечно, было все намного живее, веселее и радужнее. Вот и тот самый пляж. Бич-кафе тут работает, бич-бар. Ну и смотрите, какие волны. Это все потому, что пришел циклон. У меня прям дежавю с этого вида сразу напоминает Бали. Вот такие огроменные волны, огромные скалы, остров Нуса-Дуа. Там вот один в один, очень похоже. Рядом с пляжем такие дорогие бунгало. Но так как погода особо не располагает к тому, чтобы загорать, людей тут совершенно нет. Сейчас мы хотим немножечко тут пройти, показать, может быть, даже на квадрокоптере полетать, потому что ветра вроде как нет. И где-то там наверху есть очень крутой ресторан. Мы с Машей там были 5 лет назад и хотим проверить, работает он или нет. Бунгало, видно, такие симпатичные, современные, не плетеные, знаете, как плетеные сумки, стены, где все слышно, все видно и гекконы залазят. Тут более-менее симпатично. Меня сама дорога немного вымотала, я, честно говоря, даже забыл, что тут такой серпантин. Причем, когда мы взбирались на гору, у Маши у меня заложило полностью уши. И даже так больно было, потому что давно мы на такие горочки не забирались. Где-то в 3 километрах, в 4 километрах от пляжа было довольно-таки холодно. Такое ощущение, знаете, как сентябрь в Питере, промозгло. Но когда стали подъезжать к пляжу, тепло от моря стало ощущаться и стало более тепло, более комфортно. Тучки по мере приближения к пляжу немножко рассеялись. И, как видите, тут даже кто-то купается, но волны достаточно большие, поэтому мы сегодня купаться не будем. Вот, но в целом тут классно и народу мало. Но волны такие тут абсолютно не всегда. Просто сейчас пришел циклон и немного будет необъективно. Вы подумаете, что тут абсолютно всегда такие волны, но это не так. Смотрите, прям черные волны, и вон девушки две шли, потом они, по-моему, испугались идти. Но волны прям реально Бали. Тут бы, если серфинг давали в аренду, мне кажется, желающие бы нашлись вполне. Маша только что сказала, что все-таки тут волны всегда были, но не такие большие. Я, честно говоря, вообще не помню. Пляж в целом симпатичный, за ним вот следят, видите, да, все-таки как-то убирают. Вот тут вот в куче сгребли, но пока что не убрали. Наверное, не пришло время. Но в целом пляж мне нравится. Смотрите, из-за дождей, как тут размыло песок. Нереально огроменная река образовалась. Вот этого я точно не помню. Надо будет как-то вот сейчас перебираться. А мы в кроссовках. Будем думать, что делать. Там кто-то приехал на байке и, видите, не проехать. Все размыло. Да. На самом деле это не река, это так размыло дорогу, и с дороги стекает, получается, целая река. Там человек, видно, на байке только что выехал, и то есть по таким вот водяным дорогам мы сейчас ездим. Вот видите, это просто вот дорога, которая плавно переходила к пляжу, и сейчас вот абсолютно все размыто. Таким образом, вот стихия сформировала новую речку. Ветер поднялся еще сильнее, видите, красный флаг, и практически никто не купается. Не практически, а прям точно никто не купается. Вот мы с Машей дошли до конца пляжа, и видите, тут раньше были какие-то барчики, прокат досок и все остальное. Но сейчас ничего не функционирует, ничего не работает. Тапанси ресторан, он полностью закрыт. Маша уже сходила на разведку, она побывала там наверху. Там вроде как все закрыто, но мы попытаемся обойти это по той стороне. Возможно, там будет кафе. Я вот помню, 5 лет назад там было кафе наверху, и было довольно-таки красиво. Найдем мы его или нет, вот узнаем. Тут довольно такой удобный мостик. Я думал, сейчас опять придется кроссовки снимать. Я уже раз их не снял, один кроссовок намочил. Больше не хочется. И тут такая развилка. Вверх это к виллам, а направо мы сейчас узнаем, куда приведет нас эта дорога.
Я повторюсь, говорил в одном из прошлых выпусков или в этом выпуске, это не всегда так. Летом на Пангане местные говорят, что летом очень жаркая погода и практически нету дождей. Поэтому не думайте, что вот летом всегда это прям не сезон. Именно Панган, Самуи и остров Ко Тау считается, что довольно хорошая погода, потому что это находится в Сиамском заливе и довольно благоприятно для того, чтобы провести лето. Не обязательно улетать там на Бали. Но бывает так, что приходят вот такие вот циклоны там на 3, 4, 5 или 7 дней. И такое бывает в Таиланде, да, что приходят циклоны. И от этого, к сожалению, никто не застрахован. Поэтому имейте в виду. Мы пришли еще на какой-то пляж. Я так понимаю, секретный, что-то типа этого. Но... вот то самое кафе, по-моему, где мы с Машей и сидели. Но тут, по-моему, никого нет. Это вселяет надежду, что все-таки мы сейчас поедим на этом пляже, как 5 лет назад. Можно увидеть, что этот пляж в данный момент абсолютно непригоден для купания, потому что волны, камни и купание — это, конечно, несовместимые вещи. Мы пришли в кафешку, но тут все затоплено и никого абсолютно нет. Зато посмотрите, какое идеальное место для того, чтобы сесть и поработать. Просто вот вид на миллион. Нереально красиво, конечно. Фрилансеры, наверное, меня поймут, которые любят работать в путешествии. Это прям вот идеальное место. Да, Маш? Да, вообще очень красиво, прям невероятно. Красота нереальная. Вот бы еще работал бар, чтобы что-нибудь заказать и покушать. Это было бы очень супер. Смотрите, как интересно устроено это кафе. То есть получается, что дерево не трогали, его не срубали, а сделали вот такие вот дырки, просверлили, и единение таким образом получилось с природой. Тайцы обычно очень любят все живое, дерево, и верят, что если вот так сохранять жизнь, то это прибавляется к карме. И поэтому тут весь пол затоплен. Не очень практично в этом плане. Мы с Машей вспомнили, что мы все-таки на другом пляже видели то самое кафе, в которое мы, надеюсь, сейчас успеем. Сейчас 17:20, до пляжа ехать 20 минут. На закат мы должны туда успеть. Там невероятный вид с того кафе открывается, и мы должны его вам показать, конечно же. Вот такая лестница нас ведет к водопаду. Посмотрите, какая красивая, прям такая в натуральном стиле. И нас дорога привела к вот такому красивому водопаду. Вот, только посмотрите, какая красота в сезон дождей. Все-таки здесь есть красивые водопады на Пангане. А в сухой сезон здесь практически все высыхает. И когда мы тут были в прошлый раз 5 лет назад, здесь абсолютно практически не было воды никакой. Еще раз сниму на 0,5. Прям супер-супер красиво, невероятно. Здесь, посмотрите, тоже водичка стекает. Дальше вон туда вниз по речке. И тоже какая красота. Прям вот здесь вот особенно такие джунгли. И тут такая свежесть. Вот, посмотрите, прям отовсюду вода. Это не сезон дождей, это просто циклон пришел буквально на несколько дней.
пляжу нельзя подъехать никак, дорога вот так вот размыта, в принципе, всегда, поэтому нужно идти пешком. Мы наконец-таки добрались до этого пляжа. Я напишу название снизу. Ого, вот это волны тут. Собаки нас встречают. Да, а вот то самое кафе, которое мы сейчас пойдем, и похоже, оно даже работает. Очень надеемся на это. Да, там кто-то сидит, сейчас идем туда. Пробирались мы сквозь кусты, и вот эти вот бунгало, такие вот небольшие, они все функционируют, насколько я знаю, и стоимость их там копеечная, что-то в районе 300-400 бат, но там одна кровать, насколько я знаю, то есть выходишь и сразу купаешься, но волны тут, конечно, я такие никогда не видел, волны на Пангане. Сейчас будем вот проходить по таким дорожкам экстремальным. Это все подъемы к бунгало, которые тут располагаются вдоль скалы, а нам нужно в кафе. Поэтому мы идем по такому хлипкому мостику. Конечно, красота тут невероятная. И идти нам вот туда. Тут очень дружелюбные собаки нас встречают. Капанкап. Вот мы и добрались до того самого кафе. Посмотрите, какая нереальная красотища тут. Из-за того, что такой шторм, видите, да, сколько много этих водорослей принесло. Ой, а там прям вообще целая дамбу пробила. Этого я точно не помню. Но красота тут, конечно, невероятная. Нереально ветрено, даже немного прохладно, но красота все спасает. Будем надеяться, что сейчас не будет дождя, и мы быстро поедим. Уже заказали паттай и кокосовый суп. Заката, конечно же, не будет, но закат бы тут был просто нереальный, если бы не облака. Именно вид мы вам поснимали, и надеюсь, он вам понравится. А представляете, вот тут живут люди, вот прям в этих домиках, в этих бунгало. Вот где-то там вот живешь и каждый день видишь такую красоту. Хотели бы? Напишите в комментариях. Мы решили переместиться сюда, потому что тут можно сидеть и смотреть на красоту. Вот такую. Квадрокоптер, конечно, я уже тут запускать не буду, потому что тут такое ветрище, что, не знаю, он улетит, и даже нету точки, где я бы его, такой площадки хотя бы 3 на 3 метра, а просто ловить его руками на таком сильнейшем ветре, это может все очень плачевно закончиться. Но тут квадрокоптер и не нужен, тут и так красота видна. Маше принесли томха вегетарианский, он стоит 100 бат. Конечно, переплата есть, но согласитесь, с таким видом можно себе позволить немного переплатить. Ну а вот мой паттай чикен. Я стандартно всегда заказываю, чтобы не ошибиться. Уже попробовал, вкусно. Маш, тебе вкусно? Угу. И Маша вкусно. Я уже второй день вегетарианства. Маша второй день на вегетарианстве. Больше 2 дней у нее не было никогда. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!